Приветствую вас, дамы и господа, и сегодня в этом видео я представлю вам 50 ценных советов и фишек для карты Рагнарёк. Что ж, приступим. Для начала мы рассмотрим биомы на карте Рагнарёк. Первым делом мы обратим внимание на самый подходящий для новичков биом – джунгли. В джунглях можно найти основные ресурсы, а населяющие их существа в основном травоядные и не представляют опасности. Также здесь есть большая пещера, где можно укрыться или построить базу, а еще руины. На побережье вы сразу увидите огромный обелиск, а у его подножья на пляже разбросаны ящики. В них можно найти ценные ресурсы, которые помогут вам выжить на первых порах. Вторая по счету локация – это залив викингов, на котором можно обнаружить довольно ценные ресурсы. Это нефть, черный жемчуг, разные ящики на дне залива и множество других ресурсов. Тут уже чуть менее безопаснее, чем в джунглях, но можно выжить. Также тут есть интересная пещера под водопадом, в которой можно обнаружить органический полимер. Поднявшись чуть выше, вы увидите, как климат становится более суровым и непредсказуемым. В этих заснеженных горах, где ледники покрывают вершины, можно встретить пингвинов, но будьте бдительны, здесь вас подстерегают многочисленные опасности. В северо-восточной части континента находятся обширные равнины, представляющие собой привлекательную территорию для исследования. Здесь можно встретить редких и удивительных животных – бизонов. Однако эта местность может быть опасной из-за присутствия в некоторых ее районах гигантозавров. На новом острове можно увидеть множество плотин, построенных бобрами. Многие выжившие предпочитают селиться в этом месте, используя его как базу или как временное убежище. Если мы отправимся немного дальше, на запад, то окажемся в огромном вулканическом биоме. Этот биом полон опасных созданий, а также здесь находится логово виверн. Биом занимает обширную территорию, и в его центре находится большой вулкан. Потоки лавы из этого вулкана растекаются по всему биому и достигают моря. У подножья Красного обелиска до самой вершины высокой горы растут величественные секвойи. Это огромный лес, где можно встретить самых разных существ. Здесь обитают сумчатые львы, которые подстерегают свою добычу, сидя на деревьях, а также быстрые ужасные птицы и другие создания. По этой местности протекают ручьи, образуя небольшие озера, которые стали домом для бобров. На западе карты можно найти большое болото, в котором обитают разные интересные создания. Дейнозухи, бариониксы, сорокозухи и даже рениагнаты и другие существа. Чуть южнее основной локации болот расположилась большая открытая местность, в которой вы обнаружите большое скопление существ и улиток. В центре данной локации появился большой замок, внутри которого можно встретить кошек. В какой-то степени эта большая руина замка может послужить отличным местом для базы. Чуть ниже замка можно обнаружить интересную пасхалку, оставленную разработчиками. Это дом Шрека. В этой локации можно найти много уникальных ресурсов, таких как растения X, комки глины, редкие цветки и грибы. В южной части карты Рагнарёк расположена обширная пустыня, занимающая примерно треть территории. Это уникальное место с особым климатом и ресурсами. В песчаных дюнах и скалистых районах пустыни можно найти множество ценных материалов. Однако эта выжженная земля не самое подходящее место для поселения. На пустынных островах также можно найти ресурсы, аналогичные тем, что есть на материке. На новом острове в южной части карты находится пещера, где обитают новые существа – каркиносы. Также в пещере можно найти органический полимер. На юго-западе простирается обширная равнина, где можно увидеть грифонов. Вдоль реки стоит зеленый обелиск, окруженный секвойями. Река продолжает свой путь и впадает в долину, где обитают бобры. В самом сердце Рагнарёка расположен впечатляющий каньон. Это живописное место с уникальным ландшафтом, где можно найти открытые пространства и скалы. Это идеальное место для создания базы, и одна из скал может стать идеальным местом для ее размещения. В завершении нашего краткого обзора биомов я хотел бы обратить ваше внимание на последний и самый суровый из них. Это заснеженные горы, которые занимают значительную часть карты и простираются на многие километры. В этой местности температура опускается до минус 90 градусов Цельсия и колеблется в районе минус 60. Это экстремальные условия для выживания. Здесь также обитают дикие существа и ледяные виверны, гнезда которых можно обнаружить в этих горах. В начале выживания каждый игрок стремится к успешному старту, без лишних хлопот. На Рагнарёке это вполне осуществимо. Если вы появитесь на заливе викингов или в джунглях у синего обелиска, то на побережье вы обнаружите множество ящиков с ресурсами. Разбейте их каменным топором или киркой, чтобы получить свои первые металлические инструменты. Если вы решите появиться в северо-восточной части карты, то это прекрасная возможность для того, чтобы приручить Эквуса. В этой местности есть все необходимое для его приручения. Практически весь биом изобилует овощами, морковью и картофелем. Чтобы лучше видеть морковь, которая прячется в высокой траве, можно убрать эту траву с помощью команды. Для успешного приручения Эквуса лучше всего использовать морковь. Соберите ее в указанных точках и начните процесс приручения своего первого ездового животного.
Поместите морковь в последний слот панели быстрого доступа и осторожно подойдите к Эквусу с задней части. Заберитесь на него, и когда он начнет сопротивляться, нажмите кнопку Е. Это запустит процесс приручения. Эквус – это удивительное создание, которое способно погружать в сон различных существ. Это умение может стать мощным инструментом в борьбе за выживание. Эта лошадка способна вырубить даже бизона, нового существа на карте, но только если вы загоните его в ловушку, так будет намного проще. Когда вы заполучите бизона, бизон станет отличным сборщиком ягод, а также из него можно получать молоко из самок бизона, только тогда, когда он находится рядом с детенышем бизона. Иначе самка не сможет дать молоко. Доить самок можно раз в 15 минут. У молока бизона много особенностей, и первое в списке особенностей будет то, что с его помощью можно прокормить детеныша виверны, а также повысить им мгновенный рост на 10%. Это очень круто. Также молоко можно использовать как увеличение эффекта супов. Молоко бизона необходимо хранить в термошкафе. В холодильник его нельзя положить. В этих равнинах, расположенных на северо-востоке, можно найти останки бизелозавров. Они содержат большое количество нефти, протухшего мяса, которое можно использовать для производства наркотиков, а также кожи и кератина, которые необходимы для создания седел для птеранодонов и других разных вещей. И говоря про птеранодонов, с их помощью также на этой локации можно с легкостью украсть яйцо виверны. А если у вас есть грифон, то с его помощью станет в разы легче воровать яйца виверн. А если грифона нет, то есть отличная ловушка, которая довольно дешевая, и с помощью птеранодона можно легко загнать в нее грифона и приручить его. Для этой ловушки потребуются указанные материалы в количестве и постройки, которые нужны. Оглушить грифона довольно сложно. Для этого вам понадобится большое количество оглушающих стрел, а также неплохой арбалет, если это происходит в начале вашего выживания. Грифон лучше всего приручается бараниной. После приручения грифона вы сможете сразу запрыгнуть на него, ведь для него не нужно никакое седло. Грифон двухместный, так что не забудьте на нем прокатить своего товарища. Всадник и пассажир на грифоне способны достать оружие и использовать его в полете. Таким образом можно использовать эту функцию при приручении существ. Грифона можно прекрасно использовать при перемещении по карте, ведь когда он пикирует вниз, он тем самым ускоряется. Если грифон при пикировании приземлится резко на существо, он сможет нанести ему большой урон. А также, если грифон находится в ускорении и в полете, то если попробовать ударить существо, то он нанесет еще больший урон в 10 раз, больше, чем обычно. При обычной атаке он снимает не так много хп другим существам. По характеристикам у грифона все стандартно. Лучше прокачивать ему здоровье, выносливость и урон. Грифоны теперь способны размножаться. При спаривании самка грифона откладывает яйцо, которое в последующем можно будет вылупить и получить детеныша грифона. Если вы ищете баранину и не знаете, где ее можно найти, то на карте я отметил места появления овесов. Они появляются на северо-востоке карты. Карта Рагнарёк наполнена существами в основном высокого уровня. Здесь их можно встретить чаще всего. Тем более на этой карте все существа из новых дополнений. Также на карте Рагнарёк появляется больше карх и гик. Давайте поговорим о местах появления ресурсов на карте, и первым делом поговорим о местах, где можно найти металлические жилы. На севере карты можно увидеть многочисленное количество островов в виде скал, на которых появляется металл в очень больших количествах со всех сторон этих скал. Хочу отметить, что у добытчиков, таких как Анкилозавр, Дунклеостей и Дидикурус, появилась функция автофарма в радиальном меню. Также в этом меню вы можете настроить, какой тип ресурса будет собирать существо. Если взять в пример Анкилу, то она будет сама добывать металл, находясь от него поблизости, бесконечно много раз, даже если у нее будет перевес. На вулкане также много металла. Под водой также спавнятся металлические жилы, и в больших количествах их можно найти в разных точках, но в основном их много на северо-западной части карты. Если же вы любите фармить металл Дунклеостеем, то вам это место точно понравится. Кристаллы добыть на карте Рагнарёк немного труднее, ведь их найти в большем количестве тут довольно трудно. Но, к счастью, такие большие скопления можно обнаружить. К примеру, в снежной пещере Червя Смерти таких кристаллов полным-полно. Также помимо кристаллов вы встретите нефть, но будьте осторожны, эту пещеру охраняют свирепые медведи. В некоторых частях джунглей вы также сможете обнаружить кристаллы. В сердце Рагнарёка в Снежных горах располагается пещера под ледяным озером, в которой можно обнаружить огромное количество кристаллов. В пустыне вы также встретите много кристаллов. Если уж мы говорим про кристаллы, то стоит упомянуть про синий самоцвет. Они тоже спавнятся на карте Рагнарёк, и вот парочка мест.
Черный жемчуг можно обнаружить на заливе викингов, в воде, у затонувшего корабля. У этого корабля спавнятся противные и смертельно опасные креветки, которые одним ударом смогут вас усыпить, но будьте аккуратны. Можно попробовать убить их с помощью арбалета, но только держитесь на расстоянии от них. Цементной пасты на этой карте полно, ведь ее можно добыть из хижин бобров. Открыв хижину, вы обнаружите не только цементную пасту, но и другие ценные ресурсы, такие как редкие грибы и цветы, жемчуг и много дерева. Но обязательно после этого разрушите плотину бобров, иначе не появится новое. Просто уберите ненужные вещи из плотины. Вот все места спавна хижин бобров. Древесный уголь – ценный ресурс для изготовления пороха. Тонны древесного угля можно добыть в землях вулканического биома. Прилетайте на это место на своей Виве и собирайте этот древесный уголь до упора, пока ваш инвентарь не будет заполнен им. Виверна стоит на первом месте на данный момент по добыче древесного угля в этой игре. Кирка тоже хорошо добывает древесный уголь. Нефти на карте полно, в том числе нефтяных жилок, на которых можно установить нефтяные насосы. Жук-скоробей также отличный производитель нефти, но в общем и целом он нужен только для удобрений. В больших количествах такого жука вы встретите в пустыне, в дюнах и в вулканическом биоме. Приручается такой жук лучше всего большими фекалиями животного. После приручения отправь его в свой подвал. Функция сбора фекалий будет включена автоматически, чтобы он собирал какашки других животных и производил из них удобрения. С новым обновлением в арке все дополнения разделились, и выжженные земли, и аберрация, и другие. И если у вас, допустим, не загружена карта выжженные земли, то на Рагнарке у вас не будет доступны энграммы из выжженных земель. На Рагнарке появились в некоторых местах скопления органического полимера. Это ценный ресурс на карте. Есть 5 мест, где можно его добыть. Первое из них и самое безопасное – это пещера под водопадом на заливе викингов. В пещере на северо-востоке они также есть. Пещера на пустынном острове с каркиносами, а также в подводной пещере у джунглей. Самое глобальное место – это пещера с вивами на юге карты. Такие красные кусты можно добыть с помощью серпа или с помощью свирепого медведя в больших количествах. Второй источник полимера является богомол, каркинос и пингвин. Богомолов можно встретить в дюнах пустыни и на вулкане. Обычно они встречаются небольшими группами. Убейте их и разделайте бензопилой. Таким образом можно сделать ферму богомолов. Разводите их для сбора органического полимера, а затем разделывайте их тушки с помощью бензопилы. Если говорить про каркиносов, то с ними такая же история, что и с богомолами. Убейте их и разделайте бензопилой. Из пингвинов добыть полимер можно с помощью дубинки или же пелагорнисом. Спавнятся пингвины только на этой ледяной горе и в пещере червя смерти. Кремний легко добывать с помощью фосолозуха, который водится в песчаных дюнах пустыни. Приручите его и разрушайте все ближайшие камни. Просто нырните под землю и ломайте камешки. Белый жемчуг можно легко собрать на заливе викингов с помощью удильщика. Нырните в эту пещеру у затонувшего корабля, и вы увидите большое скопление жемчужин. С такого места можно унести десятки тысяч жемчуга. Есть еще одно место для добычи жемчуга. Оно особенно тем, что ему нет конца и края. Находится оно на севере океана, и в этом месте можно спокойно добывать жемчуг, ведь тут нет агрессивных акул и других водных созданий. С этого места можно унести не десятки, а сотни тысяч жемчуга. В бухте викингов есть очень интересные места, на глубине которых спавнятся ящики с добычей у корабля. Чтобы разблокировать такой ящик, ваш персонаж должен быть как минимум 80 уровня. Не забывайте про опасность в виде креветок, которые захотят вас убить. Такие ящики появляются вновь каждые 45 минут. Поговорим о местах легкого и качественного дропа с подачек. Первым делом я хочу показать ледяную пещеру червя смерти, в которой находится множество ценных подачек. Есть несколько входов в эту пещеру. Первый вход находится тут. Второй вход находится в пещере медведей под водопадом. В начале этой пещеры вы встретите 5 подачек желтого и синего цвета. В этих ящиках можно обнаружить много хорошего лута, который пригодится в начале игры. В пустыне есть также ящики с добычей красного цвета. Их легко найти, ведь они находятся буквально под открытым небом. Всего таких ящиков 5 штук. В Ark Ascended качество добычи в таких ящиках сильно снизилось. Для открытия потребуется 80 уровень выжившего. Места спавна. Лишь одновременно ящики такого типа могут заспавниться всего 4 штуки, а не 5.
Гнезда ледяных виверн были добавлены на карту Рагнарёк. Давайте посмотрим, где их можно обнаружить. Можно неплохо фармить яйца ледяных виверн. Возьмите с собой хорошего летуна и шивку, которая будет грызть виверн, которые будут агриться на вас. Летим к гнезду, воруем яичко, но предварительно избавляемся от агрессивных виверн, если улететь не удалось. Потом мы улетаем очень далеко от гнезда и возвращаемся. Вы увидите, что в гнезде появилось новое яйцо, и повторяем такую махинацию, пока вы не найдете яйцо высокого уровня. Ледяные виверны могут послужить холодильником. Если вы положите в них еду, то срок ее хранения значительно увеличится. Также это работает с молоком виверны и бизона, но срок хранения органического полимера она не продлевает. Древесный сок можно получить довольно просто, с деревьев Джошуа. Соберите его с помощью бензопилы. Или же вы можете установить краны для сбора древесного сока на больших деревьях в секвойном биоме. Это немного долгий способ, но эффективный. Для сбора цементной пасты может хорошо послужить ахатина. Это такой моллюск, который обитает на большом болоте и в других местах карты. Приручите их в большом количестве, чтобы цементная паста собиралась пассивно и автоматически. Приручаются ахатины кексами. Редкие цветы на Рагнарке можно найти в больших количествах в самых разных местах. В ледяной пещере, где обитают свирепые медведи, таких цветков очень много. Возьми свою резину и иди собирай их тоннами. В пещере с 2 артефактами на данных координатах можно также обнаружить такие цветы. На большом болоте вы также сможете найти редкие цветы в большом количестве. Помимо сбора в этом месте редких цветков, попутно вы будете собирать шелк и семена растения X. Также на большом болоте с мангровых деревьев будут выпадать редкие грибы. Терезины хорошо собирают грибы из таких деревьев. Также с деревьев побольше могут выпасть некоторые виды аберрантных грибов, с помощью которых теперь можно приручить светорога, а также грибная древесина. И если мы вернемся в ту пещеру с артефактами, то там мы также сможем обнаружить эти грибы в больших количествах. Такие грибы имеют зеленоватый светлый оттенок. Их легко не заметить. Если вы оставите резинку в таком положении, то она самостоятельно начнет собирать такие грибы. Даже лучше, чем когда бы вы на ней сидели верхом. Гигантские королевы пчел могут служить отличным источником меда на Рагнарке. Таких пчел вы сможете обнаружить на этих точках. Не забудьте надеть маскировочный костюм и взять с собой зеленый кибл или же редкий цветок. Их очень много в этих местах, так что 3 королев, я думаю, вы сможете приручить. Динозухов на карте Рагнарёк возможно встретить на большом болоте. Также встречаются на реке, в пустыне и в малом болоте, у залива викингов. Эти существа очень хороши для боссов. Сумчатые львы весьма распространенные существа среди выживших. Их можно увидеть на деревьях в секвойном биоме, а также на деревьях в снежном биоме. Они сидят там в ожидании добычи, поэтому будьте осторожны, пролетая мимо них. Кроме того, на юге пустыни можно встретить одиноких львов, которые бродят у скал. Терезинозавры – универсальные существа, которые хоть и редко, но встречаются на острове Рагнарёка. Их можно встретить у Великого каньона, а также их можно найти глубоко в джунглях. В глубине огромного ущелья можно встретить множество спиночей. Их там действительно много, и это отличное место для сбора трофеев или приручения этих существ для своих целей и нужд. Говоря о других созданиях, которые появляются в большом количестве и которых можно уничтожить ради добычи трофеев, стоит упомянуть мегалании. Они в большом количестве появляются в логове виверн на юге. На карте появились необычные существа – светляки. Их можно найти только в одном месте – в руине, которая стоит на 2 водопадах неподалеку от зеленого обелиска. Здесь же обитают и светороги, и аберрантные додо. Благодаря сумчатому льву можно хорошо прокачать уровень персонажа, ведь этот лев способен убить титанозавра из-за своего серьезного кровотечения, которое он накладывает на существо. Таким образом можно заработать много XP. Также есть способ убивать виверн. Для начала нужно подготовить гигантозавра и предварительно взять яйцо виверны, чтобы они летели за вами. Потом сесть на гигу и убить всех вив. Выдра – отличный союзник, который поможет вам согреться в суровых условиях. Если вы будете прокачивать только урон в ближнем бою, то защита от холода в разы повысится. Таким образом, такие выдры способны высаживать яйца, если таких выдр рядом много. Если выдра лежит у вас на плече, то в своем инвентаре она сокращает вес вещей на 50%.
Такая способность позволит носить вам гораздо больше предметов. Выдра — это единственное существо в игре, способное носить с собой несколько артефактов. Раз уж мы дошли до артефактов, давайте поговорим о них, точнее о том, где именно они располагаются на карте Рагнарёк. И первый артефакт — это артефакт стаи, который можно обнаружить, убив гигантскую королеву червей в ледяной пещере. В начале игры такую пещеру будет лучше всего проходить на Телекалео. Продвигаясь по пещере, по пути вы будете встречать обычных ледяных червей и смерти, а также обнаружите большое количество ящиков с добычей. Когда вы подойдете до конца и убьете королеву червей, то появится 4 дропа с очень хорошим лутом, и откроется проход к артефакту стаи, который расположен на этих координатах. В логове Виверн вы найдете артефакт силы в большой заброшенной крепости. Помимо артефакта вы обнаружите множество подачек, ради которых стоит сюда почаще заглядывать. Артефакт охотника находится в пещере лавового голема, вход в пещеру на данных координатах. В этой пещере вас будут поджидать аранео, скорпионы, змеи и оники, а также, если вы пройдете дальше по лианам и спуститесь по ступенькам вниз, то обнаружите большую секцию с большим храмом, который находится на лавовом озере. Один лишний шаг, и вы можете моментально умереть. В этом месте куча подачек с ценным дропом, а дальше на камне будет сам артефакт охотника. Если вы пройдете дальше, то за кристаллами будет арена с големом. Лучше всего его побеждать на пиромане. После убийства этого босса появится 4 дропа, в которых будет хороший лут. Раньше из голема выпадали хорошие вещи, но сейчас там ничего нет. Артефакт Пожирателя находится на дне океана, на западе острова. На этих координатах его можно обнаружить, но будьте осторожны, его охраняет большое количество тусатеутисов и даже альфа-тусик. Возьмите с собой лучшего Дейнозуха, он с ними расправится на раз-два. И в предпоследний пункт я помещу 2 последние пещеры с артефактами. Первым делом заглянем в пещеру с 2 артефактами, которые находятся под болотом у замка на Викинг-Бэй. Тут вы найдете артефакт иммунитета и хитрости. Честно говоря, эта пещера большая, и заблудиться тут не составляет труда. Плюс к этому всему добавляет тот факт, что эти артефакты довольно-таки спрятаны. Далее идет самая опасная пещера с артефактами – Лабиринт жизни. В ней можно найти 4 артефакта, но за один путь можно собрать лишь 3. Если вы хотите узнать, как ее пройти, то недавно на моем канале вышло видео, каким образом проходить данную пещеру. Эта пещера заполнена ловушками и разными тварями. Тут нужно много запоминать, иначе застрянете на вечные муки и не выберетесь из этой пещеры. В конце вас встретит комната жертвоприношений, а также арена с призрачными существами. В целом в пещере много различного лута и подачек, главное не заплутать или не наткнуться на ловушку. И в конце концов, когда вы все соберете, все артефакты и трофеи, то вам нужно будет идти на босса для получения Текенграмм. На арене босса Ледяного Дракона спавнятся его помощники, ледяные черви смерти, у которых может быть по 15 тысяч хп. Убить данного босса можно стаей пироманов, рексов или даже на дейнозухах. Также можно взять с собой Ютерануса для бафа живки или же Диадона для отхила. На 3 уровнях сложности у этого босса очень колеблется уровень здоровья. На гамме сложности с него выпадает 100 элемента, на бета 275, а на альфа 550. На альфа уровне сложности с прохождением босса можно получить около 70% всех тек-энграмм, тек-щит и тек-меч. С босса выпадает флаг и голова. Сегодня вышло насыщенное видео. Поделитесь своими мыслями о нем. Не забудьте рассказать о нем друзьям и подписаться на канал, чтобы увидеть больше подобного контента. А я всем желаю удачи, мира и добра. Всем пока!